Уникальное животное, хорошо приспособившееся к выживанию в непростых климатических условиях. Почти квадратная форма головы существенно выделяет ее среди иных видов лисиц, которые существуют в природе. Приветствую всех зрителей! Я уверена, что сегодня у нас будет увлекательное и интересное время. Готовы ли вы окунуться в удивительный мир животных? Тогда давайте начнем. У этой лисицы такой удивительный внешний вид, что она больше похожа на вымышленного героя из детского фильма, чем на реальное животное. Кроме того, человек, незнакомый с ней, скорее примет ее за волка, а не за лису. Тибетская лисица, обитающая в степных и полустепных ландшафтах тибетского плато и прилегающих территорий, является уникальным существом, которое не встречается нигде больше на планете. Ее природные условия далеки от комфортных. Высокогорный континентальный климат с пронизывающим ледяными ветрами, низкими зимними температурами, скудная растительность и бедный животный мир превращают жизнь тибетской лисы в ежедневную борьбу за выживание. Однако она отлично приспособлена к таким условиям. Плотный подшерсток и густой теплый мех помогают ей справиться с отрицательными температурами и постоянными зимними ветрами, а также с изнурительной летней жарой. За счет наличия густого меха, который доходит до самой шеи, голова этой лисицы имеет квадратную форму и выглядит непропорционально большой. Окрас ее шерсти представляет собой интерес. Сверху она рыже-серого цвета, а по бокам переходит в серо-коричневый. На кончике хвоста и шеи можно заметить участки с белой шерстью. Тибетская лисица обладает относительно небольшими размерами. При длине тела около 70 см ее вес не превышает 5,5 кг. Ее ареал распространения достигает высоты до 5000 метров над уровнем моря и ограничивается наличием пищух, мелких млекопитающих, являющихся основой пищевого рациона тибетских лисиц. Они также питаются грызунами, зайцами, рептилиями, яйцами птиц и всем, что попадается им на бескрайних просторах, где они обитают. Тибетская лисица не выносит излишнего внимания к себе, поэтому в свободное от охоты время она предпочитает прятаться в норах, которые обычно находят среди скал или в расщелинах. Если такое укрытие найти не удается, лисица может сама вырыть себе подходящее убежище. В настоящее время зоологи не могут представить полной картины жизни этого животного, так как оно ведет очень скрытный образ жизни. И даже для профессионала сделать фотографию тибетской лисицы является огромной удачей. Это свидетельствует о высокой осторожности этих животных. Тем не менее, некоторые факты о жизни лисы известны. Интересно, что охота у них осуществляется парами – самцом и самкой. Они совместно преследуют добычу, а затем делят ее поровну. У лисы превосходно развит слух, что позволяет ей услышать пищуху на большом расстоянии. Слух также помогает лисице оставаться малоизученной, так как ее уши способны воспринимать не только звуки добычи, но и любую потенциальную опасность. Как и у других животных, у лисицы есть своя определенная территория, на которой она ориентируется благодаря обонянию. Однако она довольно спокойно относится к наличию других особей своего вида на своей территории. Нередко можно встретить случаи, когда эти лисицы проживают очень близко друг от друга и охотятся на общей территории, и не возникает конфликтов между собой. Тибетская лисица вступает в ожесточенные схватки со своими врагами – волками, хищными птицами, другими хищными зверями и даже человеком. Эти битвы за пищу, территорию и выживание наполняют жизнь этой лисицы невероятной драматикой. Она применяет свои навыки смелость и хитрость, чтобы остаться в борьбе и сохранить свою жизнь. Брачный период тибетских лис начинается с февраля. Надо сказать, что эти хищники очень верны своим супругам. Как только лиса достигает возраста 11 месяцев, она находит себе пару, с которой потом проживает до самой смерти. После любовного свидания самка вынашивает детенышей примерно 55 дней. После того, как у самки появляются лисята, она еще очень долго не покидает логово. Рождается до 5 детенышей, а весят всего около 100 грамм. Лиса очень заботливая мать и не оставляет своих детей в первое время ни на час. Она согревает их своим теплом и вскармливает молоком. Ее же саму кормит глава семейства.
Продолжительность жизни тибетской лисы обычно ограничена всего 10 годами, но люди, к сожалению, часто ускоряют этот процесс. Они уничтожают их источники пищи, грызунов и пищук, привлекая собак и убивают их ради неважного меха. В результате средняя жизнь этого удивительного животного редко превышает 5 лет. Друзья, наше захватывающее путешествие в мир тибетской лисицы подходит к концу. Спасибо, что путешествовали вместе со мной. Надеюсь, что это видео подарило вам вдохновение и расширило ваше понимание о животном мире. Помните, что наша планета полна удивительных существ, и каждая из них заслуживает нашего внимания и защиты. Обязательно подпишитесь на канал, так вы не пропустите следующие выпуски, и жмякайте лайк этому видео. Берегите природу и до новых встреч в следующих приключениях!